Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Сегодня мы будем заниматься утилизацией старых джинсов. Скоро праздник 23 февраля и хочется сшить любимому мужчине подарок своими руками. Сегодня мы будем шить тапочки из старых джинсов, ведь такая вещь нужна всегда, везде и всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Прикладываем старый тапочек на листок бумаги, обводим, и у нас получается выкройка подошвы нашего будущего тапочка. Чтобы сделать выкройку верха тапочка, мы накладываем лист бумаги на тапочек, на верхнюю часть тапочка. Чтобы бумага не сползала, мы ее прикалываем. И облегаем прям бумагой, облегаем весь верх тапочка. А вот теперь прощупываем место, где пришивается верх тапочка к самому тапочку. И ногтем продавливаем это место. Также надо прорисовать линию верха тапочка. Выкройки тапочка есть, теперь мы приступаем к работе. Подошва тапка у нас будет состоять из 3 слоев. Верхний слой у нас будет из джинсы, средний это будет из теплой ткани утепленной и нижний непромокаемый слой. И мы его будем делать из плащевки. Теперь складываем подошву тапочка в следующем порядке. Подошва – это непромокаемая ткань. Далее у нас идет утепленная ткань и слой из джинсы. Теперь мы будем кроить верх тапочка. Он точно так же состоит из 3 слоев. Верхний слой – это джинсовый слой, средний слой – утепленный и нижний слой. У меня не хватило джинсы, я скроила из подручной ткани, какая у меня была, подходящая по качеству и по цвету. В качестве украшения тапочков я решила сделать их стеганными. Для этого я нанесла меловую разметку. Теперь просто отстрачиваю. Края тапочек я решила обработать косой бейкой. Отрезаю косую бейку шириной 4 сантиметра. Этой косой бейкой мы будем обрабатывать и верхнюю часть тапочка, и по периметру нижнюю. Прикладываем. Вначале пришиваем косую бейку по краю тапочка. Далее мы выворачиваем ее на изнаночную сторону, подгибаем. И таким образом мы будем пришивать. Вначале обязательно надо приколоть и приметать, чтобы было аккуратно. После этого мы ее пристрачиваем.
Теперь можно пришивать верхнюю часть тапочка к нижней. Для того, чтобы правильно пришить, нам надо сделать контрольные метки. Складываем верхнюю часть пополам. Это место надрезаем. Контрольная метка. У тапочка тоже находим середину и тоже надрезаем. И эти два надреза нам надо совместить. Начинаем шить отсюда. Совместили. И на носке тапочка вверх мы немножко присбариваем. Это нам даст определенный объем. Прикалываем по всей длине верха тапочка. Далее мы приметываем верх тапочка к нижней части. И у нас останется последняя операция — обработка по всему периметру тапочка. Обрабатывать будем этой же косой бейкой. Для этого прикладываем косую бейку лицевой стороной к верхней стороне тапочка и приметываем по всему периметру. После этого мы пристрачиваем. У нас осталась последняя операция. Оборачиваем косой бейкой наш тапок, подворачиваем, прикалываем, приметываем и пристрачиваем. Удаляем наметку, и наш подарок готов. Я думаю, что носить такой подарок будут с большим удовольствием.